Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам про топ-10 флагманов, которые есть на рынке. Это мой топ-10. Некоторые из этих флагманов для многих станут чем-то вау, и кто-то их фанат. С одной стороны. С другой стороны, допустим, у меня произошла история, что я благополучным образом разочаровался в своем iPhone 16 Pro Max. Он меня так достал, работая с моим великолепным телеграммом, что я уже не могу говорить, что я могу его советовать. То есть много лет я делаю подобные топы. Я контактирую со всеми этими флагманами, очень часто оставляю их себе надолго, какие-то не продаю, допустим, яблоки, у меня и 13 Pro Max есть. И 99% топа — это мое ощущение относительно того, что вы можете получить за определенные деньги. То есть это не из разряда того, что вот он лучший, по моему мнению, он лучший в этот ценник или на каком-то месте смартфон расположен именно по этой причине. Допустим, те же Samsung, если бы оставили свои 150 тысяч за смартфон, разумеется, они бы не были в моем топе. Или яблоки то же самое. Какие-то бренды, которые поставили какие-то заоблачные цены на глобалке, в топ не попали, и объясню вам в конце почему. В целом, я думаю, вам будет интересно, это как дайджест по тому, что вышло. Разумеется, будут еще ультры в перспективе, и от Vivo, и от Oppo, и все остальное, но не факт, что они будут топами. И, разумеется, этот топ будет обновлен через месяца 4, если вам будет интересно. Повторяю, что это не руководство к действию, это, скорее всего, будет определенный экскурс из разряда «здесь вот такие минусы», чтобы вы были в курсе. Я считаю, что флагман должен работать минимум года 2, а желательно 3, а потом уже переходить нужно и плавненько. То есть можно взять среднячка, попробовать программное обеспечение на нем, а потом уже покупать что-то, что по большому счету не даст вам прирост в X3. У меня был топ вчера на канале до 30 тысяч рублей, вот он самый актуальный. Они дают все, и даже иногда больше, чем, собственно, флагманы. А вот это, разумеется, уже, как это называется, возвращение в детство. Как мужики не растут, растут их потребности в игрушках. Вот примерно так же, потому что, допустим, те же iQOO Neo с экраном LTPO, там обходные зарядки уже. И вот это вот все супер-супер навороченное с телевиками, которые вам не нужны, уже с двумя, с перископами. Все это красивые названия, а по большому счету они дают чаще всего только ощущение того, что ты можешь потратить 800, 500, 600, 1000 долларов. Но это, опять же, мой подход. И, разумеется, я как взрослый дядька хожу с чем-то подобным. С другой стороны, я четко понимаю, что это излишество, так что про излишество я вам сегодня и расскажу. И, разумеется, я напоминаю, что любую железку из этого топа, то есть вообще весь этот топ я покупал себе лично, потом что-то продавал, что-то оставлял. Обычно это с минусом, какие-то смартфоны совсем падают в цене с одной стороны. С другой стороны, для вас что важно? То, что у меня исходники фото в моей личной телеге, можно не подписываться в любом ролике, по ссылке в описании можете их посмотреть. Второй момент, то, что у меня есть не только полноценный обзор, в котором я стабильно сравниваю с каким-то другим смартфоном, но и обзор одним кадром, где я хожу и рассказываю о смартфоне, снимая на его основной модуль. И следующий, третий момент, самый важный, перед всеми этими обзорами я провожу стримы прожарки. То есть на канале Польза стримы, и мы обсуждаем железку во время того, как я провожу Antutu тесты, стресс-тесты, игры и все остальное. Кто-то подсказывает по настройкам, кто-то говорит свое мнение. Так что, если вы хотите знать о девайсе все, разумеется, смотрите все обзоры на YouTube, разумеется, читаете все форумы, потому что это стоит как крыло самолета, каждый смартфон этого топа. Потом делаете выводы. Соответственно, еще читайте комментарии. Кстати, обращайте внимание обязательно, когда вам кажется, что что-то популярно, на соотношение просмотров, лайков и комментариев к обзорам. Очень многие бренды, не маркируя рекламу, выгружают обзоры на разные каналы, и у вас создается впечатление, что они популярны. Так делают те, у кого проблемы с андроидами, допустим, на многих каналах. Так что смотрите соотношение и не ведитесь. Почему не ведитесь? Потому что это из разряда масса. Массе нравится, поэтому я тоже хочу, поэтому я побежал покупать. Нет, это так не работает. На YouTube очень много накрученных обзоров, накрученных роликов, к сожалению. Посмотрите, для примера, у меня топы набирают иногда по 100 тысяч, иногда по 200 тысяч просмотров. Обычный ролик 5000. Иногда 10. И это нормально. Дальше. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Еще не забыть, разумеется, подписаться на телеграм-канал скидок. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Напоминаю, что в основном я топы выгружаю во время больших сейлов, но так вообще на любой платформе обязательно ждите распродаж. Если ритейл все-таки в своих жалобах
коллабах не победит у нас маркетплейсы, то выбрать всегда будет из чего и где взять. Перейдем к топу. На 10-м месте красуется Asus ROG Phone 9. И да, 9 Pro не особо сильно отличается, поэтому я его в этот раз не покупал, так же, как и не покупал еще одну модель от Asus, которая является копией этого всего дела. В комплекте со смартфоном мы имеем фирменный ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, руководство пользователя, пластиковый полупрозрачный чехол, сам смартфон, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на 65 Вт с китайской вилкой. Также дополнительно идет коробка с защитным стеклом, весит смартфон 226 граммов, габариты же составляют 164 на 77 на 13,3 мм вместе с блоком камер. Приобрести данный девайс можно только в черной и белой расцветке. Программируемая мини-светодиодная подсветка Anime Vision не имеет заметной границы, и плюс есть много разных стилей для подсветки. Крышка выполнена из стекла с матовым тактильно приятным покрытием, рамка алюминиевая, грани прямые со слегка закругленными краями. ROG 9 имеет стандарт защиты IP68, установлены здесь два разъема USB Type-C версии 3.2 Gen 1, функция OTG DisplayPort версия 1.4 на борту, для вывода звука используются стереодинамики с качественным и громким звучанием, но отмечу, что из-за верхнего динамика в общей картине звук слегка хуже, чем в ROG Phone 7. Имеется поддержка Dirac Virtuo, сертификация Hi-Res Audio, Audio Wireless и не только. Настроек для звучания большое количество, можно без проблем персонализировать его как душе угодно. Для проводных же наушников предоставили мини-джек на 3,5 мм, а вот ЭК-порта здесь нет. Вибромотор линейный по оси X, довольно мощный, тактильно приятный и настраиваемый. Плюс есть 4D вибрация для игр. ROG Phone 9 оснащен же системой еще с 3 микрофонами и Asus шумоподавлением, что уже привычно. Ультразвуковые сенсорные триггеры имеют поддержку разных видов жестов. Air Trigger также есть управление с помощью гироскопа. Настройка гибкая, использовать данную систему в играх удобно. Плюс данная модель поддерживает подключение дополнительные аксессуары. К примеру, Cooler Fan X Pro с механическими кнопками и встроенным динамиком. Также есть ROG Wind Grip контроллер и вообще много всего они повыпускали. С фронтальной части установлен здесь LTPO Samsung E6 AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления экрана до 185 Гц. Только для игры через систему Game Genie. В системе, разумеется, экран выдает 165 Гц максимум с включенным адаптивным режимом от 1 до 120 Гц. Мало вы где увидите все это дело, но все равно. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, экран плоский, рамки не громадные, но есть небольшой подбородок. Плотность же пикселей скромная, 388 ppi, что, конечно, мало для подобного смартфона. Пиковая яркость 2500 нит по заявлению производителя, по моим же замерам прибором Radix экраном выдает 1200 люксов на 100% яркости и космические 2000 люксов в пике. Если измерять яркость в пике прибором ТК, выдает вообще 2400. Показатели шума выше 34% не поднимаются в случае измерения прибором Radix. На устройстве ТК шум переваливает за 100%. Хорошим этот результат не назовешь. Технология Always On Display в наличии, и, конечно же, AOT здесь полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, который расположили очень высоко, это максимально удобно. Распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает стабильно, быстро, даже под углом, что хорошо. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, и завести два одинаковых отпечатка пальца несколько раз нельзя, а внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X на 12 и 16 ГБ, внутренняя память быстрая UFS 4.0 на 256 ГБ или 512 ГБ. Интерфейс ROG UI на базе Android 15 версии. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G 3 и 7 бенды, кстати, на борту. 20-го в китайской версии нету. Датчик приближения меня не подводил, мобильную связь смартфон ловит хорошо. Bluetooth, к слову, версии 5.4, NFC-модуль же в наличии и GPS, разумеется, двухдиапазонный. По аккумуляторам. Емкость аккумулятора 5800 мАч. PC-марки Smart выдал ультра скромные 6 часов 39 минут. Work Performance выбивает почти 24 тысячи баллов. Smart поддерживает быструю зарядку до 65 Вт, а также обходную реальную зарядку и беспроводную зарядку до 15 Вт. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 50 минут. За 1 час при просмотре видео на YouTube уходит 5% заряда, а в играх 24%. В Antutu выдает результат в 2 миллиона 386 тысяч попугаев. Storage тест показывает приличные 193 тысячи. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony Elite 700 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки, 8К 30 FPS, разумеется, есть
4К 60 FPS и ниже. Далее сверхширик OV13 на 13 мегапикселей плюс макросенсор на 5 мегапикселей, фронталка на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 FPS. В сравнении со смартфоном Xiaomi 14T ROG Phone 9 показал себя в принципе хорошо, как для игрового смартфона. Обязательно посмотрите сравнение в полном ролике и почитайте в комментариях. Минусы: слабая фронтальная камера, шим у экрана, скромная плотность пикселей, и для многих это внешний вид. Но это уже не первая линейка, когда они ушли от чисто внешне игрового устройства, поэтому, скажем так, мы уже привыкли. По поводу Asus ROG Phone 9, вот маленькая ремарка. Есть игровые смартфоны. Напоминаю, что когда-то были Black Shark игровые, когда-то кто-то пытался убедить в том, что яблоки станут игровыми. Нет, они не игровые. Когда-то кто-то увидел у iQOO, допустим, те же обходные зарядки, которые они не на 100% обходные. Но когда-то также Asus сделал вместо игрового дизайна непонятно какой, и кому-то это не нравится, но программное обеспечение осталось, как говорится. Если вы хотите себе по-настоящему игровой смартфон, у которого нереальные аксессуары, который будет вас нереально радовать, если вы в него погрузитесь, будете делиться настройками, вы реальный игроман, то ROG Phone 9 или 9 Pro будет просто must-have, и вряд ли вы перейдете на что-то другое, потому что другого нет. Black Shark погибли, а Red Magic, вы уж простите, я не знаю, кто может их в топ запихать. Но они, как говорится, красивые и без подэкранных фронтальных камер. Так что заслуженное 10-е место. На 9-м месте моего топа красуется Google Pixel 9. И да, это как раз по той причине, что в Европе или в некоторых других странах его можно купить раз за копейки, 2 в рассрочку и 3 чуть ли не через месяц вернуть, если он тебе не понравился. Плюс фишек в нем достаточно. А вот по железу это, конечно, вопрос. Зато падает в цене он бодро. В комплекте со смартфоном мы имеем ключ для извлечения слота под одну сим-карту, а также кабель с USB-C на USB-C длиной 1 метр, версии 2.0. В целом, на этом все. Ни блока, ничего-то подобного здесь больше нет. Даже чехла. Габариты Google Pixel 9 152 на 72 на 8,5 мм без блока камер, а весит смартфон 199 граммов. Поставляется данный девайс в 4 вариантах расцветки. Это пион, мятная, фарфоровая и обсидиан. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, а рамки из алюминия. Плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP68, установлен здесь разъем USB Type-C OTG версии 3.2, за что плюс. Далее есть 3 микрофона и стереодинамики. Звук приятный и качественный, но не топовый за эту стоимость. Вибромотор же слабенький для таких габаритов и веса. Мини-джека ККК-порта не завезли. Летим дальше. Смарт оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением 2424 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 422 ppi и частота обновления экрана от 60 до 120 Гц. Технологии LTPO нет, и огромный минус за это, потому что за такие деньги, для примера, не знаю, Neo 10 имеет функцию LTPO, а он до 30-ки стоит. А это все-таки а-ля флагман. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, плюс за то, что он прямой, и рамки здесь не громадные. Яркость, по моим замерам, на 100% яркости 1400 люксов, в пике 1800. Результаты замера шима плохие, при измерении прибором Radex шим поднимается до отметки в 60%, а и при измерении прибором ТК до 100. Полноценный Always On дисплей, разумеется, как и у всех других в наличии смартфонов этого топа. Летим дальше. Процессор установлен Google Tensor G4 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,1 ГГц. Также установлен сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G715 MP7, оперативная память LPDDR5 только на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 ГБ. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, eSIM, NFC, Bluetooth версии 5.3, поддержка 5G сетей и ниже. Для 4G сетей все бенды на борту, датчики приближения отрабатывают корректно, из навигации на борту двухдиапазонный GNSS с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo. Операционная система Android 15 версии, разблокировать же экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, распознаванием лиц и стандартными, конечно же, способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро. Завести же можно до 4 отпечатков пальцев, 5 нельзя. Распознавание лица срабатывает даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Емкость же аккумулятора здесь 4700 мАч, в PC-марке смартфон выдал 8 часов 58 минут, тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. В Work Performance скромные 13 тысяч баллов, Smart же поддерживает быструю зарядку до 27 Вт, а также беспроводную зарядку стандарта Qi до 12 Вт. Смешно, правда? Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит 6%
10% заряда, в играх уходит 28%. В Antutu выдает результат 820 тысяч попугаев, а Storage Test показывает скромные 57 тысяч. По камерам. Основной широкоугольный сенсор Opto PD на 50 мегапикселей, сверхширик Quad PD на 48 мегапикселей. Имеется также спектральный датчик мерцания, LED-вспышка и направленный микрофон. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS. 8К, разумеется, нет, как и 120 FPS для 4К. Отсутствует. Фронталка на 10,5 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель с iPhone 16. Вкратце, общее впечатление от картинки отличное. Снимает пиксель хорошо, но не без недостатков. Минусы: нет ИК-порта, слот только под одну сим-карту, медленная зарядка. Но если вы находитесь в регионе, где все их фишки можно реализовать, мягко скажем, за те деньги, что их предлагают, падают в цене они моментально. Что Pro, что Pro XL, что 9, их можно рассматривать к покупке. Насколько они хороши? Они хороши в плане ценника. То есть они реально как флагманы, даже на Тензоре, классные в плане того, что вы можете увидеть, что максимум вам может предложить Google. Нет, они не впереди планеты все, ни по съемке, к сожалению, ни по ощущениям, но очень многие гики должны пройти вот этот период пикселизации, когда они кричат, вот это самая-самая оболочка Android чистая, ничего там нет. Потом они с этим делом ходят. Советую вам походить Pixel 9. Это прям флагман. Это их просто флагман. И, разумеется, дальше уже пойти к чему-то. Почему? Потому что мой user experience говорит, что они чуть-чуть отстали от остальных брендов. Это все еще A-эшелон, но, к сожалению, они не предлагают ничегошеньки, чтобы было вау-эффектом. С другой стороны, у них приятный ценник. Если вы в Европе или за пределами стран СНГ, у них очень выгодные условия покупки и также возврата. Так что, если у вас есть возможность вообще с ними просто походить, пощупать, а потом отдать через месяц, очень советую. Классные флагманы. 8 место — это Oppo Find X8 Pro. В комплекте со смартфоном мы имеем обыкновенный прозрачный чехол, смартфон с защитной пленкой на экране, зарядное устройство с китайской вилкой на 80 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователей, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Вес смартфона составляет 216 граммов, а габариты 162 на 77 на 12,1 мм. В продаже из доступных цветов есть синий, черный и белый. Рамка смартфона выполнена из алюминия, а тыльная часть из стекла. Качество сборки хорошее, материалы тактильно приятные, но отмечу, что грани не прямые, а слегка закругленные. Стандартно для большинства флагманов данная модель имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP68 и IP69. Ко всему есть технология, при которой можно пользоваться экраном даже с мокрыми пальцами или водой на экране. Удобно, что есть переключатель режимов звука и K-порт. Разъем установлен же USB Type-C 3.2 Gen 1, что очень радует, но вот мини-джека нет, что неудивительно. Также в этой модели добавили еще одну кнопку. Предназначена она для работы с камерой, понятно, кого они копировали, поддерживает это дело одиночное и двойное нажатие, зажатие кнопки и свайпа. Что касается звука, динамики выдают неплохое звучание, плюс на борту есть предустановки звучания и кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Смарт же оснащен AMOLED Pro XDR дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Покрыт экран стеклом Corning Gorilla Glass 7i, рамки не громадные, экран плоский, но со слегка закругленными краями. Есть поддержка полноценного Always On дисплея, плотность пикселей 450 ppi, пиковая яркость заявлена 4500 нит. По моим замерам, экран на 100% яркости выдает 1100 люксов, в пике 1900. Регулировка шим 2160 Гц, шим выше 40% не поднимается, разблокировать же экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Подобный сканер отпечатков пальцев медленнее работает, чем ультразвуковые сканеры, но при этом все в пределах, в принципе, нормы. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Функция же распознавания лиц срабатывает быстро даже под углом. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9420 Ultra с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,63 ГГц, графический процессор Mali G925 Immortals MP12, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя же память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционка на базе Android 15 версии, по связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже ко всему для 4G все бенды на борту. eSIM нет,
нету, что стандартно для смартфонов, предназначенных для Китая. Но опять же, они есть в глобалке, эти прохи, во-первых. Во-вторых, помимо того, что они в глобалке стоят космос, мы еще ждем ультру, я напоминаю. Датчик приближения не подводил, Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Для бесконтактной оплаты в смартфоне NFC-модуль установлен и, разумеется, GPS двухдиапазонный. Емкость кремниевого углеродного аккумулятора 5910 мАч. В PC-марке в тесте на автономность смартфон выдал 7 часов 46 минут. Смарт поддерживает быструю зарядку до 80 Вт, беспроводную до 50 Вт и беспроводную реверсивную. Но магнитные кольца в самом смартфоне отсутствуют. Надо чехол правильный покупать, да? Заряжается смартфон за 55 минут до сотки. При просмотре видео на YouTube за час уходит 4% заряда, в играх за час уходит 22%, в Antutu смарт выдает 2 353 000 попугаев. Storage-тест показывает нереальные 258 тысяч. По камерам основной широкоугольный сенсор на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Перископ телефотосенсор на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 73 мм. Далее есть еще один перископ, сенсор на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 135 мм. Последний сенсор — это сверхширик на 50 мегапикселей. С фронта расположили сенсор на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель со смартфоном Samsung Galaxy S25 Ultra. Сравнение вы можете посмотреть в основном обзоре как, к слову, и результаты всех тестов. И напоминаю еще обзор одним кадром, в котором X8 Pro показал результат хуже, чем X8 по мне. Особенно по стабилизации. Минусы: нет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, нет магнитов в смартфоне для беспроводных зарядок. Для этого необходимо докупать чехлы. Нет улучшения в плане экрана по сравнению с прошлой линейкой. Ужасная стабилизация на основном модуле. Пока, я уверен, допилят. И, разумеется, мы все ждем ультру. И можете ее спокойно сюда вставлять. Но единственное, это все лютейший оверпрайс, если вы не находитесь в странах Азии, где Oppo популярен. Потому что во всех остальных местах ликвидность этого устройства будет 0, так же, как и комьюнити. Оно будет минимально. По поводу Oppo Find X8 Pro. Он бы был выше. Я тоже, как и вы, жду Oppo Find X8 Ultra. Он будет, я его куплю, я о нем расскажу. Но минус Oppo Find X8 Pro, откидывая там кнопочку, кому-то нравится пятая или нет, кому-то нравится его дизайн, кому-то нравится оболочка, кто-то скажет, камеры стали хуже. Но как был Oppo не популярен в России, так и остался. Может быть, в других странах, даже в Азии. Ну, в Азии, ладно, он популярен, я его сразу продаю. Но Oppo Find X8 Pro, к сожалению, очень сильно и убого снял обзор одним кадром. У него была ужасная стабилизация. И, в принципе, примеры видео говорили о том, что друзья вообще не доработали, притом конкретно они меня разочаровали, и только поэтому 8-е место. Так, у них очень много хороших моментов, великолепное ПО, интересно. Да, там нужно будет, если не глобалка, включать оповещение, но глобалки тоже есть. Так что ждем ультра. На 7-м же месте те, кто пытаются все время стать популярными, но с одной стороны, с другой стороны ничего не предлагают. Realme GT 7 Pro. Притом мы все ждем ультру, но это будет потом. Потом будет обновленный топ. А пока GT 7 Pro на 7-м месте. Есть и китайская, есть и глобальная версия. В комплекте со смартфоном мы имеем обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Все стандартно. Габариты смартфона 163 на 77 на 8,5 мм без блока камер, а вес 225 грамм. Приобрести смарт можно в обыкновенной белой, титановой и интересной оранжевой расцветке. Тыльная часть выполнена из стекла, собрана модель отлично. Ко всему, смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и IP69 от влаги и пыли. ИК-порт в наличии, установлен USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус: мини-джека не завезли, что неудивительно. Динамики настроены с поддержкой технологии O-Reality Audio, также есть технология пространственный звук и сертификация HRS Audio. Стерео неполноценное, но качество звука хорошее. К минусам также отнесу, что в настройках нет кастомного эквалайзера. Я к этому делу привык, он может быть вам не нужен, но если у других брендов есть, у конкурентов, то почему здесь не сделать, правильно? Bluetooth чип установлен в версии 5.4, линейный вибромотор по оси X тоже в наличии с технологией O-Haptics и 4D вибрации, и он отличный. Смарт оснащен OLED Eco 8T LTPO дисплеем с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Плотность пикселей в 450 ppi, защитой Corning Gorilla Glass Victus второго поколения и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Производитель
Производитель заявляет о локальной яркости в 6000 нит, в пике же 2000 нит. Яркость по моим замерам на 100% включенной функции повышенной яркости 1300 люксов, просто на 100% яркости 830 люксов, довольно скромно, и в пике не менее скромно 1500 люксов. Показатели шима выше 20% не поднимаются, что не лучший результат, но и неплохой. Полноценный АОТ, разумеется, в наличии. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера, отпечатков пальцев, внедренного в экран, с поддержкой работы, даже если на экране есть вода. Функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро, внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что плюс. Функция распознавания лиц срабатывает отлично даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен новый Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 4,32 ГГц, графический процессор Adreno 830. Оперативная же память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Система Realme UI версии 6.0 на базе Android 15 версии с русским переводом. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей с 3 и 20 бендом, но 7 нет. В китайской версии в глобалке есть все. Притом они по ценам плюс-минус уже одинаковые. eSIM в китайской версии отсутствует, датчик приближения работает отлично. Связь смартфон ловит хорошо. Модули все обновленные, есть поддержка двухдиапазонного GPS L1 плюс L5. Емкость же аккумулятора 6500 мАч, беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной, за что минус. В PC-марке смартфон выдал скромные 6 часов 55 минут, в играх смарт за 1 час поедает до 18%, OneTut уже выдал результат в 2 миллиона 718 тысяч попугаев. Storage тест показал 208 тысяч. Основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 8К 24 FPS и 4К 60 FPS. Сверхширик стандартно Sony IMX355 на 8 мегапикселей, также есть перископ. Телефотосенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 73 мм. Фронталка на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео с фронтального сенсора 1080p 60 FPS. Я сравнивал данную модель со смартфоном Xiaomi 14T. GT7 Pro на момент выхода моего обзора по части камер показал себя не лучшим образом, но в целом было интересно. Минусы: нет беспроводной зарядки и реверсивной, слабые фронтальные сенсоры, уже устаревший сверхширик. Неоптимизированный формат видео, старый Type-C, нет 7 бенда в китайской версии, мало настроек для кастомизации звука динамиков, но у него огромный плюс, у него довольно приличная комьюнити и очень хороший дроп цены, потому что вначале они хотели много, потом меньше, и может быть еще меньше захотят, но на данный момент ценник адекватный, что на китайскую, что на глобальную версию. Так, вот теперь уже что-то, что можно реально рассматривать к покупке для повседневного. Да, до этого я специфические смартфоны вам называл, потому что это Realme 7 Pro. И Realme GT 7 Pro это нормальное устройство за 56 тысяч рублей, но его съемка, его подача, у него нет никаких суперсил. И его изначальный ценник, они его дропнули, в моем понимании, до этого уровня. Да, глобалка стоит 60+, да, это флагман, все ждут от Realme флагмана Ультру, но в чем минус Realme? Реклама. Слишком она назойливая. Если мы к Tecno и Infinix привыкли, но там нет флагманов, то во флагманах от брендов нам хочется чего-то особого, чтобы они пришли нам и дали что-то особое. Realme, к сожалению, через какое-то время дала, я считаю, только ценник и обширное количество рекламы. То есть, если вы хотите узнать об этом смартфоне, на него миллиард просто разных обзоров на все разные цвета. Это такая же история, как примерно, почему вы должны понимать, как это работает. Ну вот посмотрите обзор, допустим, Honor Magic 7. Обычный, не проха. Много их на YouTube. Или Oppo Find X8. Много их на YouTube. И все. Популярные бренды, да. Но я думаю, я отвечу на вопрос большинства. А почему здесь много обзоров на этот девайс, а на этот мало? Нет, не потому, что он безумно интересен обзорщикам. Но он безумно интересен, но не потому, что он интересен. Я думаю, все поняли. Хороший смарт уже за свои деньги. То есть 60 тысяч это примерно 600 баксов, я округляю. 56 это 550, уже можно рассматривать. Хотя рассматривал за эти деньги бы я лично не его, однозначно. На 6-м месте моего топа красуется Samsung Galaxy S25. И да, он максимально непопулярен в некоторых регионах, но это удобный,
компактный смартфон. Среди компактов андроидов он прям топ. В комплекте со смартфоном мы имеем кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Блока питания, чехла и всех подобных прелестей в комплекте, разумеется, нет. Габариты же устройства 147 на 70 на 7,3 мм без блока камер, а вес смартфона 162 грамма. Поставляется данный девайс серой, синей, голубой и мятной расцветки, но все зависит от региона. Тыльная часть смартфона выполнена из стекла с матовым покрытием, а рамка алюминиевая. Смарт же имеет защиту по стандарту от влаги и пыли IP68. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофоны, динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1. За что плюс? Что же касается звука, то он для компакта довольно качественный, динамики громкие. Для персонализации звучания на борту есть предустановки под разные сценарии использования и кастомный эквалайзер. Вибромотор мощный и настраиваемый, но не лучший. Здесь также установлен дисплей Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus второго поколения. Плотность пикселей 416 ppi. По моим замерам экран выдает 1100 люксов на 100% яркости и 2000 люксов в пике. Показатели шима космос. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц, на то это и LTPO. Полноценный Always On дисплей, разумеется, в наличии. Разблокировать же экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран. Функция распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но можно завести только 4 пальца. И притом один и тот же палец 4 раза. Функция распознавания лиц срабатывает хорошо даже под углом. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 4,47 ГГц. Лучше по обычной ставили. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 128, 256 или 512 ГБ. Операционка One UI версии 7.0 на базе Android 15 версии. По связи имеется высокоскоростной Wi-Fi 7, Bluetooth версии 5.4, поддержка NFC, eSIM, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Связь смартфон ловит хорошо и датчик приближения работает без нареканий. Список поддерживаемых кодеков скромный, что уже привычно для смартфонов Samsung. GPS же двухдиапазонный и точность он показывает стандартную 3 метра. Но работает он не так уж и быстро. Емкость аккумулятора здесь 4000 мАч, максимально скромно. В PC-марке выдает результат, правда, в 7 часов 17 минут, и это круто. Смарт поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, беспроводную на 15 Вт, Qi 2 и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 15 минут. В играх за 1 час уходит до 28% заряда. В Antutu результат выдает в 2 миллиона баллов. Неплохо, а Storage Test показывает суперские 213 тысяч. Основной же сенсор Samsung ISOCELL GN3 на 50 мегапикселей с разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Далее мы имеем телефотосенсор Samsung ISOCELL 3K1 на 10 мегапикселей с фокусным расстоянием в 67 мм. Сверхширик Sony IMX560 4 на 12 мегапикселей, фронталка S5K3 LU на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Минусы: скромный список Bluetooth кодеков, скромная емкость аккумулятора, скромный комплект поставки, минимальное улучшение по сравнению с прошлой линейкой. Правда, стало реально шустрее. Нет встроенных магнитов для беспроводной зарядки, что неудивительно, и роллинг шаттер на фронтальном сенсоре. Если берете для перепродажи, это очень плохая история, но если пользоваться самому, повторяюсь, что не Vivo 200 Pro Mini по мне лучший, а как раз Samsung. Хотя вы можете со мной не согласиться. Из компактов андроидов. Так, следующим идет Samsung S25. Это такой вот противненький компакт. Почему противный? Потому что он минимальной ликвидности. Как бы я ни говорил о том, что он безумно популярен. И он интересен даже во время старта продаж, допустим, в той же Азии, в которой любят компакты. Он никакие места не занимал. То есть, чтобы вы понимали, допустим, Lazada — это аналог Алиэкспресса, только более дешевый в том же Тае. Он был за 16 местом при старте продаж. Первое место S25 Ultra, разумеется, потому что он новенький. И второе S25 Plus. Он мало кому интересен, его очумеешь потом продавать. Некоторые площадки просто завалены ими, бэушными и серыми. Но как компакт, который довольно удобный, и если вы Samsung фан, и это как второй смартфон, он прям классный, по мне. Я сам ходил с подобным устройством, и не просто он имеет право на жизнь, а это прям очень удобная штука для людей, кому нужен еще один смартфон. Как основной, одного его я бы вряд ли бы использовал. На 5-м месте моего топа красуется Apple iPhone 16 Pro.
И нет, не Pro Max, потому что Pro Max вещь специфическая, она меня за полгода, мягко скажем, достала по многим причинам, потом на стриме расскажу. А пока по поводу 16 Pro. В комплекте со смартфоном мы имеем руководство пользователей, кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Вес смартфона 199 граммов, довольно приличный, и он тяжелее, чем в 15 Pro. Габариты 149 на 71 на 8,3 мм. По расцветке мы имеем черный титан, белый, натуральный и пустынный титан. Тыльная часть выполнена из пластмассового стекла, рамка титановая, ну а с фронта Ceramic Shield. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и имеется кнопка действия, на которую можно повесить любую команду из предоставленных в настройках. А также, как многие уже знают, есть сенсорная область для управления камерой. Можно менять экспозицию, глубину, зум, переключаться между камерами, стилями и тоном. Далее разъем USB Type-C установлен в версии 3.0 с поддержкой технологии OTG и DisplayPort. Звучание, разумеется, стерео, качество звука отличное. Вибромотор хороший, но не топовый. По моему мнению, лучше в OnePlus. Смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением 2622 на 1206 пикселей. Плотность пикселей в 460 ppi и технологии с адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Матрица экрана абсолютно плоская, рамки стали меньше, это заметно. Из полезного модель имеет динамический остров, Always On Display с интеллектуальными алгоритмами для экономии энергии, поддержку True Tone, Dolby Vision и HDR10. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 1300 люксов, а в пике 1700 люксов. Результаты замеров шима не радужные, но не как у смартфонов Samsung. Мультитач смартфон не поддерживает, а экран на 10 касаний одновременно не откликается. Разблокировать же экран можно при помощи Face ID и код-паролем. Срабатывает данная система отлично, зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, но можно добавить альтернативный внешний вид в маске или в очках. Установлен здесь новый бионический чип A18 Pro с техпроцессом 3 нанометра, 6 ядрами и максимальной частотой 4 ГГц. Также смартфон оснащен 6-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным движком. Оперативная память на 8 ГБ, внутренняя память на выбор 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Система iOS 18 версии в стоке. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка eSIM, 5G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту, датчик приближения работает корректно, что неудивительно. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, NFC поддерживается, как и двухчастотный GPS. Емкость аккумулятора 3582 мАч, смарт поддерживает беспроводную зарядку MagSafe до 25 Вт и стандарты Qi до 15 Вт и 7,5 Вт. Заряжается он по проводу от 0 до сотки за 1 час 20 минут. За час просмотра видео на YouTube уходит 4% заряда при 100% яркости по Wi-Fi. В играх за час уходит 28% заряда. В Antutu iPhone 16 Pro выдает 1 695 000 попугаев, а Storage Test показывает ультра скромные 83 тысячи, но это не мешает его системе летать. Основной сенсор на 48 мегапикселей, сверхширик на 48 мегапикселей, телефотосенсор на 12 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS и даже 120 FPS. Фронталка True Deep на 12 мегапикселей, но заметьте, 8К здесь нет. Максимальное разрешение для видеосъемки видео у фронталки 4К 60 FPS. По камерам улучшение получил только сверхширик, а также, разумеется, есть новые функции обновления алгоритмов. Я сравнивал эту модель со смартфоном Samsung S24 Ultra, и на момент выхода моего обзора у 16 Pro камеры были сыроваты. Их сейчас доделали, но суперскими их по фотосъемке не назвать. Они просто хорошие. Минусы: экран не поддерживает мультитач на 10 касаний, медленная зарядка, комплект поставки скромный, лютая боль, если вы находитесь на территории Российской Федерации в плане установки банковских приложений и оплаты. Ну и, разумеется, у iOS есть очень много проблем в плане кастомизации и дорогих, пусть даже по мне, лучших аксессуаров. Но в целом, мало того, что это лучший компакт, это один из самых удобных смартфонов, которые, я считаю, сейчас можно из флагманов купить. На пятом месте моего топа яблочки. И нет, не 16 Pro Max, который меня замучил. Да, он выдержал там 550 тысяч падений. Да, я его использую как кошелек. Да, я его использую для подсъемов. Но он меня так достал глючить во всех моментах, особенно в телеге, что я уже не могу его ставить на это место. Но 16 Pro за его компакты, за любовь всенародную, за то, каким образом
они допиливают свои железки, и вот эти вот кнопочки всякие, еще что-то. Я вначале плевался, что это бесполезная тема, а сейчас она мне и бесполезна, и иногда мешает, но иногда я ее реально использую. Если вы делаете контент для медиа, любых социальных сетей, кроме ВК или, допустим, того же Рутюба, там, в принципе, качество роликов не важно, вы можете снимать на любую болванку там за 15 тысяч рублей, а лучше до 3120 за 8 тысяч купить обычный фотоаппарат и снимать на него. Но если вы делаете контент для глобальных платформ, вот это дело, оно практически идеально. И каждый раз, когда я, допустим, нарезаю даже ролик для сториса, для телеги скидок, который вы можете посмотреть, делаю я на S25 Ultra. Выгружаю, получается какая-то очень печальная тема. Самые первые по оптимизации программы приходят сюда, на iOS. Будь то, допустим, я помню, коптеры тестировал, подключался только сначала к Яблоку, хотя коптер китайский, это было 3 года назад. Если вы хотите сделать подарок девушке или женщине, обязательно, чтобы не выбрасывать деньги, спросите у нее, не убеждайте ее, что ей нужен Android. Почему? Потому что она в этом не убедится, затаится, скорее всего, обиду на вас. И даже если вы в те же деньги купите ей супер Android, разумеется, она вам ничего не скажет, но в перспективе это может иметь последствия. Спрашивайте обязательно у девушек, они иногда берут, допустим, небольшие смартфоны просят, или iPhone 16, синий, еще что-то. Яблоки однозначно в этом топе находятся из-за ограничений, которые меня уже достали, и поэтому яблоки дропнулись в великолепном 5-м месте, и то это слишком жирно для них. В следующем году будет еще ниже, если они со всем делом этим не разберутся со своими, потому что установка приложения, оплата, устали мы от этого. Можно придумать альтернативы, стикеры, еще что-то. Да, самые натуральные фото, да, отличные видео, но не может там переключаться с основного модуля на фронталку, допустим, как Samsung, и очень много где стагнация. Поэтому 5-е заслуженное место. На 4-м месте моего топа красуется Honor Magic 7 Pro. Вот видите, ругал, купил, потестировал, и в итоге он на 4-м месте. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 100 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Отмечу, что от версий регионов зависит и комплект поставки, так что смотрим внимательно, откуда вы что заказываете. Весит смартфон без чехла 228 граммов, а габариты 163 на 77 на 9,4 мм и 13,8 мм вместе с блоком камер. Рамка алюминиевая, а тыльная часть выполнена из стекла. Модель имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и IP69. Разъем установлен USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1 с поддержкой DisplayPort, за что плюс, как и за наличие К-порта. Стереодинамики с поддержкой звуковых эффектов DTS-X Ultra достаточно громкие, качество звука хорошее, но не топовое. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, вибромотор линейный по оси X, без настройки, что не радует. Смартфон оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2800 на 1280 пикселей со слегка закругленными краями. Защитой Honor Nano Crystal Shield, плотностью пикселей в 453 ppi, частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью по заявлению производителя космических 5000 нит, по моим же замерам яркость на 100% 1100 люксов, пиковая яркость 2200 люксов, частота регулировки шима 4320 Гц, шим до 60% поднимается только на низкой яркости. В остальном шим не больше 20%. Полноценный Always On дисплей в наличии. Разблокировать же экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран 3D функции распознавания лиц и стандартными способами. Вообще здесь супер фишка — это Face ID, конечно. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, завести можно до 5 отпечатков. Ко всему, один и тот же отпечаток завести нельзя, за что отдельный плюс. Функция распознавания лиц срабатывает быстро даже под углом, завести биометрические данные можно только одного лица. Но плюс еще бешеное количество стилей. Этого лица можно завести. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0. На выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система Magic OS 9 на базе Android 15 версии.
версии имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту, есть поддержка eSIM, за что плюс, датчик приближения работает корректно, NFC поддерживается, GPS двухдиапазонный. Емкость же аккумулятора 5850 мАч, PC-марки смартфон выдает 8 часов 34 минуты, смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную зарядку до 80 Вт. Плюс есть реверсивная беспроводная зарядка. Заряжается он от 0 до сотки за 43 минуты, при просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит 4% заряда, в играх за 1 час уходит 18%. OneTouch уже выдает результат в космические 2 600 000 попугаев, StorageS показывает 216 тысяч. Основной же сенсор на 50 мегапикселей с переменной апертурой от 1.4 до 2.0 и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 50 мегапикселей, телеобъектив с перископом на 200 мегапикселей, с фронтальной части основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, автофокусировка и 3D датчик глубины. Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель со смартфоном Samsung S25 Ultra и могу сказать, что сравнение получилось неоднозначным. Honor показал себя очень достойно. Минусы: перегрев, нет 8К для основного сенсора, довольно экономный дизайн, который мало кому понравится, и не особо популярный бренд, но учитывая, как они дропнули стоимость от того, что их вообще никто не покупал, и что они предлагают, там терабайтники в глобалках можно покупать в прямом смысле за копейки. Честное 4-е место. 4-е место — это Honor. Быстрее, чем он, в рынке ничего не падало по ценнику, и в то же время, учитывая его ценник, терабайтник я покупал за 80 с копейками, ну это прям мечта. То есть, да, он безликий. Ну, мне нравятся безликие смартфоны вот с таким нулевым дизайном. Да, у него не лучшая съемка, но она хорошая. Да, у него есть определенного рода недостатки в программном обеспечении. Там отсутствует эквалайзер, допустим, и вроде и звук ничего, и вибро вроде не хватает. Но здесь есть Face ID. Аналог вот этому вот делу, это вот это дело для кошелька. А здесь, как минимум, он дешевле, и это Android. То есть ты можешь любые программки устанавливать, и все. И учитывая их столкновение с реальностью, когда они взяли, посмотрели, что OnePlus великолепно продает смартфоны и сделали адекватный ценник, это, несмотря на нулевую ликвидность, я считаю, что Honor флагманы вы очумеете продавать. По моему жизненному опыту, может быть, у вас какая-то другая история. У них фан-база за счет обвальной просто рекламы, она шикарнейшая. Да, может быть немного агрессивная, но у вас будут люди, которые вам будут подсказывать, что с этим делать. По мне, оболочка слишком простая. По мне, аксессуаров, топовых наушников, полноразмерок, еще чего-то конкретным образом не хватает, и они точно не премиальные. То есть они выпускают этот флагман, а флагманских часов, у них есть часы неплохие, я делал на них обзоры, но нету, наушников супер флагманских нету. И очень много таких моментов. Если, допустим, у каких-нибудь яблок, которые ниже, есть там фишки из разряда Vision Pro, дополнительных кнопок, то здесь ни кнопки переключателя звука, ничего. Ну, то есть ни обходной зарядки, вообще ничего. Вот просто ничего. Они его на Fin 2 должны были переназвать после того, как сепарировались от Huawei. С другой стороны, в эти деньги пойдет. Если еще ниже сделают, еще больше пойдет. На 3-м месте моего топа красуется Xiaomi 15. Понятно, что вышел уже 15 Ultra, он у меня на руках, но это как всегда. Я к ультрам специфически отношусь. Прошка оверпрайснутая, а 15 это отличный компакт. Это, видите, 1 к 1 у меня идет S25, iPhone 16 Pro и еще 15 Xiaomi рядышком. В комплекте у нас сам смартфон с наклеенной защитной пленкой. На глобалку, к слову, тоже будет скоро обзор. Чехол, ключ для извлечения слота под одну сим-карту. Краткое руководство пользователя, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 90 Вт с китайской вилкой. Также у меня на руках китайская версия модели. Весит смартфон 196 граммов, а габариты составляют 153 на 72 на 8,6 мм, а вместе с блоком камер на 12,3 мм. Xiaomi 15 доступен в большом количестве расцветок. Это черная, белая, серебристая, зеленая и не только. Тыльная же часть выполнена из стекла, а рамка металлическая со слегка закругленными краями. К слову, кто решит покупать все-таки китайскую версию, помните, что с разблокировкой Xiaomi сейчас не все так просто с разблокировкой загрузчика для перепрошивки на Global, чтобы получить этот русский язык. Проще чуть-чуть с Edit или английский учить. Стандартно для флагманов от Xiaomi данная модель имеет водонепроницаемость по стандарту IP68, разъем установлен USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, также есть ИК-порт в блоке камеры и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Качество звука хорошее, но, как по мне, у iPhone последней линейки звук лучше значительно. Вибромотор тактильно приятный, настроен
настраиваемый. Смарт оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,36 дюйма с разрешением 2670 на 1200 пикселей, частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Рамки у экрана не громадные, ко всему экран прямой, а не водопад, но защита у экрана не Corning Gorilla Glass, а фирменное закаленное стекло. Плотность же пикселей 460 ppi, по моим замерам максимальная яркость 1200 люксов, пиковая 1600 люксов. Смарт поддерживает полноценный Always On дисплей, показатели же шима выше 50% не поднимаются. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер же отпечатков пальцев работает корректно, как в целом и функция распознавания лиц, но завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца и до 2 лиц. Вот то, что один и тот же отпечаток можно заводить у Xiaomi, по мне это вообще плохо. Напишите, может, вы считаете, что вообще все равно. Но, с другой стороны, у конкурентов не так. Все продуманнее. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830. Оперативка LPDDR5X на 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт, а также 1 терабайт. Xiaomi HyperOS в версии 2.0 на базе Android 15 версии. Smart использует Wi-Fi 7 серии. Ко всему имеется поддержка NFC, Bluetooth версии 5.4, 5G сети, 4G сети и ниже. Все бенды на борту, но вот eSIM в китайской версии нет, что неудивительно. Датчик приближения отрабатывает корректно, GPS двухдиапазонный. Разумеется, емкость кремниево-углеродного аккумулятора 5400 мАч. PC-марки выдают отличные 9 часов 43 минуты. Xiaomi 15 поддерживают быструю зарядку от провода до 90 Вт, беспроводную до 50 Вт и беспроводную реверсивную. Заряжается он от 0 до сотки за 42 минуты. При просмотре же роликов на YouTube за 1 час уходит в среднем 5% заряда, в играх за 1 час уходит до 30%. OneTouch уже выдает результат 2,5 миллиона попугаев, Storage Test показывает 257 тысяч. С тыльной части можно заметить направленный микрофон, LED-вспышку, основной сенсор Sony Lighthunter 900 на 50 мегапикселей с разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже, сверхширик на 50 мегапикселей, телеобъектив на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 60 мм, фронталка на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. По камерам от прошлой модели по сенсорам нет изменений, но теперь фокусное расстояние на телевике не 75 мм, а, как я уже сказал, 60. Из-за этого оптический зум стал 2,6x, а не 3x. Я сравнивал данную модель с iPhone 16. Если кратко, то Xiaomi выигрывает за счет наличия телевика, а также за счет лучшей работы на фронтальный сенсор и на основу во время съемки с недостаточным освещением. В других сценариях iPhone выдает куда качественнее изображения. У вас может быть другое мнение, поэтому обязательно посмотрите полноценный обзор и сравните для себя. Минусы: стерео неполноценное, легкий перегрев и блокировка загрузчика. Ну, главное, в отличие от всяких OnePlus'ов китайских, Realme и подобных, Xiaomi хотя бы не блокирует китайские смартфоны или другие регионы на звонки. На третьем же месте народный любимчик — это Xiaomi 15. Мы любим и 14, и 13, и 12, и 11 линейку. Если говорить про ультра, абсолютно по мне очень далекие от идеала смартфоны, это великолепнейший компакт. Народный бренд пришел в народный ценник для компактов-флагманов. Да, вы можете купить проху, да, вы можете купить ультру, но там конкурентов миллиард. Здесь конкуренты iPhone 16 Pro, Samsung S25, который стагнирует третью линейку подряд, и им вообще все равно, потому что они идут своим путем, они допиливают ПО с их слов. А это дело, оно каким-то образом все равно становится лучше и интереснее. А самое главное, по цене близко к народу. То есть даже чуть ли не на старте продаж 62 тысячи за глобалку, это прям нормально. Это прям очень хорошо. В целом, претензий к смартфону у меня 0. Смотрите, сегодня, скорее всего, идет распродажа на Али. Смотрите другие платформы. Моменты, вот такие смартфоны можно еще и пощупать где-нибудь в магазине, потестировать его. Но подобного смарта хватит минимум на 2 года. Спокойно. Опять же, мое мнение. Напишите, может, вы не согласны, повторяюсь, с моим топом, я буду только рад. Второе же место OnePlus 13, глобальный. Хотя можно и китайский брать, если вы уверены в своем продавце, и он вам точно его разблокировал. В комплекте мы имеем краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, фирменный кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 сим-карты, а вот чехла и адаптера питания в комплекте нет, за что огромный минус. Но у OnePlus очень много, все зависит от региона, поэтому читайте, смотрите, уточняйте, кто-то вообще в подарок из продавцов
стабильно зарядники кидает. Но не нагрейтесь с поддельными зарядками и кабельным хозяйством, так что будьте аккуратны. Габариты смартфона 163 на 77 на 12,1 мм вместе с блоком камеры, а вес 216 граммов. Приобрести OnePlus 13 Global можно в черной, белой и синей расцветках. Рамка алюминиевая, тыльная часть выполнена из стекла, сборка качественная, также смартфон имеет водонепроницаемость стандарта IP68 и IP69. На корпусе расположили ИК-порт, разъем USB Type-C от AG версии 3.2 Gen 1, механические переключатели режимов звука, 4 микрофона и стереодинамики с поддержкой технологии Aurality Audio. Звучание качественное, но персонализация звука простенькая. Есть несколько предустановок звучания, а вот кастомного эквалайзера нет. Бионический вибромотор с поддержкой технологии Haptics отличный и настраиваемый. Смарт оснащен AMOLED 8T LTPO дисплеем на 6,82 дюйма с разрешением 3168 на 1440 пикселей. Защитой Jingdan Super Ceramic Crystal Glass, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц, отличной плотностью пикселей в 510 ppi, яркостью, по моим замерам, на 100% 1300 люксов, в пике 1600 люксов, полноценный настраиваемый AOT, Always On Display, постоянно на экране. Показатели шума выше 40% не поднимаются, разблокировать же экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран. Расположили его высоко и отрабатывает он отлично. Также есть функция распознавания лиц и стандартные способы разблокировки. Завести же можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя, в отличие от Xiaomi. Функция распознавания лиц срабатывает корректно и быстро, но внести биометрические данные можно только одного лица, и никакого Face ID здесь нет. Процессор же установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 4,32 ГГц, графический процессор стандартным обвесом Adreno 830, оперативка LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт и 512 гигабайт. Операционка HyperOS 15 на базе Android 15 версии. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка eSIM. В глобалке в китайской нет. В 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды в наличии. Датчик приближения работает корректно. Bluetooth установлен в версии 5.4. NFC-модуль в наличии. GPS, разумеется, двухдиапазонный. Аккумулятор емкостью в 6000 мАч. В PC-марке OnePlus 13 выдает 6 часов 43 минуты. Смарт поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную до 10. Смарт же заряжается от 0 до сотки за 45 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube Смарт потратил 3% заряда, в играх за 1 час уходит 25%. В Antutu выдает результат в 2 274 000 попугаев, Storage Test же показывает 216 тысяч. По камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, LED-вспышки и направленного микрофона. Калибровка стандартна от Hasselblad. Основной сенсор Sony Elite 808 на 50 мегапикселей, сверхширик Samsung Gen 5 на 50 мегапикселей с поддержкой макросъемки, перископический телеобъектив Sony Elite 600 на 50 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS и 4К 60 FPS. Но вот 120 FPS для 4К нету. Фронталка Sony IMX 615 на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Минусы: мало настроек для звука, присутствует перегрев, нет чехла, нет адаптера питания. Опять же, все зависит от комплектации. Но к плюсам я отнесу суперадекватный ценник, лучшая вибра и, по мне, лучшая оболочка. Как говорится, для тех, кому не нужны супер-мега-камеры. Снимает он неплохо, но не на уровне некоторых флагманов. Ну что же, самое веселое, это второе место моего топа, это OnePlus 13. Он нас радует, у него адекватная цена, у него классная оболочка, у него лучшая вибра на рынке. Да, он не лучший по съемке, но вы можете взять и китайскую версию. Обратите внимание, OnePlus их блокируют. У них есть топовые часы, притом очень популярные. У них есть топовые наушники, притом очень популярные. И кто бы что ни говорил, нет, OnePlus рулит. У него просто безумная фан-база. Они, может быть, стагнируют в плане железа и не делают что-то лишнее. Но однозначно у них смартфоны по адекватным ценникам. И китайские, и глобальные версии. И сразу, и сейчас... Я считаю, что OnePlus 13 это объективно топ за свои деньги на любом маркетплейсе. Можете со мной не согласиться. Вот они в реальности, потому что там второй перископ большинству не нужен. А минус 20 000 рублей нужны однозначно. Лучшая вибра, я вибро люблю, кому-то вообще все равно. Программное обеспечение, в котором ты можешь делать все практически. Опять же, то, что мне надо, это круто. Хотя многим, допустим, те же Honor нравятся за ПО, за то, что можно делать с иконками. Но так же, как, допустим, Oppo кому-то не нравится. У меня другой подход. Мне там кастомный эквалайзер важнее, еще какие-то вещи. Снова, у всех может быть разный подход.
Но вот глобалка за 69 тысяч с доставкой из России на 16512, это, чтобы вы понимали, минимум на 10 тысяч дешевле, чем тот же Honor Magic 7 Pro. В моем понимании Honor Magic 7 Pro не лучше. Хотя он, да, лучше может быть по какому-то виду съемки, не по всей. И повторяюсь, OnePlus 13 это средняя температура по больнице, которая, правда, хуже, чем у яблок и хуже, чем у многих конкурентов. Но в целом по сумме характеристик и учитывая стоимость, конкретно для меня, притом его китайскую версию разблоченную можно и дешевле 60 найти легко, честно заработал в этот раз второе место этого топа. Первое место — это Samsung Galaxy S25 Ultra. В комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Блока питания, чехла и всего подобного в комплекте нету. Габариты устройства 163 на 78,6 на 8 мм без блока камеры. Вес смартфона 220 граммов. Он стал прям легче. Поставляется данный девайс черной, серой, серебристой и синей расцветки. Тыльная часть смартфона выполнена из стекла с матовым покрытием. Рамка титановая, сборка хорошая, качество материалов отличное. Ко всему смарт имеет водонепроницаемость. По стандарту IP68, хочу отметить это, учитывая, что у него еще и стилус есть. На корпусе расположили динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и разъем USB Type-C OTG 3.2 Gen 1 с поддержкой DisplayPort версии 1.2. Качество звука здесь, кстати, хорошее. Для персонализации звука есть предустановки и кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но по мне мощности его чуть-чуть не хватает все-таки для таких габаритов и веса. Встроенная электронная S Pen в наличии, но его функционал урезали. Экран установлен дисплей AMOLED 2X на 6,9 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей и защитой Corning Gorilla Armor 2. Плотность пикселей 498 ppi, чего, как по мне, мало для подобного экрана. По моим же замерам экран выдает 900 люксов на 100% яркости и 1600 люксов в пике. Показатели шума, как всегда, плохие у Samsung. Тотальное давление экрана от 1 до 120 Гц. Полноценный AOT с обширным функционалом, разумеется, в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран функции распознавания лица стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Это плохо. Функция распознавания лиц срабатывает хорошо, даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, и никакого Face ID, как в Honor, допустим, или в iPhone здесь нет. Вспоминаем, кстати, еще пиксели, да? Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 4,47 ГГц. Графический процессор Adreno 830, как всегда, обвес стандартная оперативная память LPDDR5X на 12 или 16 ГБ, внутренний UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционка One UI 7 на базе Android 15 версии. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM, двухдиапазонный GPS, 5G сети, 4G сети со всеми бендами. Связь же смарт ловит хорошо, датчик приближения меня не подводил. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки выдают 7 часов 54 минуты, смарт поддерживает проводную зарядку до 45 Вт, беспроводную до 25 и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 10 минут. При просмотре роликов на YouTube за час уходит 5% заряда, за час уходит в играх 35% заряда. В Antutu выдает 2 587 000 попугаев, StorageTest показывает скромные 135 тысяч. По основному сенсору Samsung SSL HP2 на 200 мегапикселей с разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, 4К 120 FPS, 60 FPS и ниже. Далее телефотосенсор Samsung IMX854 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 111 мм, пятикратным оптическим зумом, плюс есть еще один телефотосенсор на 10 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом, сверхширик Samsung SSL S5KGN3 на 50 мегапикселей, фронталка Samsung S5K3LU на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. По камерам огромного скачка нет, точнее нет вообще из-за процессора, из-за оптимизации допиленных алгоритмов. Качество стало немного лучше, чем в прошлой линейке, но не намного. По сравнению с iPhone 16 Pro Max или 16 Pro, Samsung местами выдает хорошее изображение, но съемка менее стабильная. В любом случае, сравнение, как примеры видео, вы можете посмотреть в обзоре по ссылке в описании. Минусы: перегрев на длительных дистанциях, нет улучшений по части аккумулятора, скромный список Bluetooth кодеков, незначительное обновление по сравнению с предыдущей моделью. Stylus S Pen лишился поддержки Bluetooth, что
уменьшает его возможность по сравнению с предыдущими версиями. С другой стороны, этот смартфон можно подключать к клавиатуре, мышке, и подобный даунгрейд в плане Bluetooth затронул и некоторые другие функции. Для использования функции беспроводной зарядки Qi 2 необходимо совместимый чехол, допустим, так как встроенные магниты в смартфоне отсутствуют. Ну и все эти функции очень часто привязаны каким-то образом к региону. Вообще они есть везде, и программами их можно завести тоже везде. Ну и самое веселое по поводу первого места — это самый деградируемый бренд, наверное, на рынке — Samsung S25 Ultra, который не сделал ничего, чтобы сделать смартфон лучше. Но его падение цены, его все еще отличительные качества из разряда наличия стилуса, его возможность переходить с основного модуля на фронталку, его адекватный переход с телевика на ультраширик, что там, допустим, те же Honor не особо могут и вообще мало кто. Его допиленность в плане оболочки, возможности в плане ИИ в моей голове ставят его на первое место. Да, вы можете вместо него S23 Ultra купить, если вы знаете какого-нибудь надежного продавца и не особо не увидите разницы. S24 Ultra, и вы, скорее всего, тоже не увидите разницы. Либо, опять же, его. Как говорится, если вы фан Samsung, то альтернатив у вас как не было со стилусами, так и нет. Как не было в ПО, так и нет. Да, их пытаются там захейтить, у них какие-то программные обеспечения, какие-то саундбары убивают, еще что-то. Кто не делает ошибок? Как мне правильно говорили когда-то, что и у Xiaomi были подобные вещи, и у яблок были подобные вещи. В целом, по сумме факторов в комьюнити, количеству даже серовозов и блогеров, которые обозревают Samsung, что их можно проверить, но в них прям надо вникать. Какой регион, какая прошивка, как проверять. При том, что мне особо нравятся самые структурированные форумы по поводу смартфонов, это у Samsung. Есть ответы на все. И за это им огромный плюс, за то, что они это создали, поддерживают косвенно каким-то образом. Там у них идет реклама через разные розничные сети, хотя их вроде бы нет. Молодцы, то есть извратились. По факту у нас нет ощущения, что Samsung куда-то там исчезал. Он есть на 100% везде. А комьюнити не пострадало практически. Опять же, проблем с логистикой. Так что девайсу, вот этому от меня однозначно первое место. Вне топа хочу отметить Vivo X200 Pro. Почему вне топа? Он хорош, но если Vivo брать, то ультру. А вот эти все X200, X200 Pro, особенно в глобалках, стоят как крыло самолета, и без смеха на них не взглянешь. А если брать китайские версии, да, их хорошо продают серовозы, но потом вы очумеете их продавать. Плюс еще хочу отметить, что снимают они хорошо, только они рисуют. И как многие говорят, ну рисуют-то они классно, но по мне соревноваться в том, как бы рисовать, это довольно сомнительная история. Вот Samsung передает картинку реальную, а Vivo нет. Вы можете пресетом, конечно, подбирать что-то, но опять же у вас может быть какой-то другой взгляд на этот смартфон. Во всяком случае, он имеет право находиться в топе. Я просто не знаю, на какое место его запихать, учитывая, что, повторяюсь, глобалку у них продают нереальному ценнику. Китайская версия не настолько популярна. Кратко, у нас в комплекте защитная пленка, чехол, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 90 Вт с китайской вилкой, ключ для SIM, вес 228 граммов, габариты 162 на 76 на 8,7 мм с камерой 14,4 мм. И хочу отметить, что там тоже много особенностей по ухудшению относительно прошлых моделей. Посмотрите обязательно обзор, если решите брать. Доступны расцветки белая, титановая, черная и синяя. Корпус стекло плюс металл, защита IP68, IP69, блок камер покрыт стеклом CST, но выступает и перевешивает. Есть USB Type-C, разъем версии 3.2 Gen 1 и К-порт, но нет мини-джека. Вибромотор настраиваемый, есть 4D вибрация в играх, экран на 6,78 дюйма, AMOLED 8T LTPO, 452 ppi. Частота обновления от 1 Гц до 120 Гц. Пиковая яркость 4500 нит, в реальности в пике 2100 люксов, на 100% яркости 1200. Регулировка шим 2160 Гц, шим выше 14% не поднимается, если измерять радексом, но если в случае измерения прибором ТК, то шим поднимается до отметки в 90%, что в принципе лучше, чем у Samsung. На яркости выше 50% замеры шима довольно хорошие. А вот в наличии 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, плюс есть быстрая разблокировка по лицу. Установлен здесь MediaTek Dimensity 9420, а за графику отвечают Mali G925MP12, еще есть чип Vivo V3+, OZU LPDDR5X на 12 или 16 гигабайт, PZU UFS 3.0 на 256, 512,1, 512 гигабайт или 1 терабайт, система Origin OS 5 на базе Android 15 версии, Wi-Fi 7, Dual 5G, 4G, Bluetooth версии 5.4, NFC и GPS. Но вот eSIM, разумеется, нету, в китайском
китайская версия в глобалке есть, которую вы не будете брать за такие деньги, прям 100%. Датчик приближения работает корректно, связь стабильная. Батарея на 6000 мАч, в PC-марке 8 часов 40 минут показывает, быстрая зарядка 90 Вт, беспровод 30 Вт, реверсивное время зарядки от 0 до сотки 42 минуты. За 1 час просмотра на YouTube у меня поедает 4% заряда, в играх 24, в Antutu выдает 2,5 миллиона попугаев. Storage тест показывает 190 тысяч. Основной сенсор Sony Lite 818 на 50 мегапикселей, выдает 4К 120 FPS, 8К 30 FPS может снимать. Ультраширик Samsung S5K GN1 на 50 мегапикселей, перископ Samsung HP9 на 200 мегапикселей, фронталка Samsung KD1 на 32 мегапикселя, 4К 60 FPS. Сравнение Samsung Galaxy S24 Ultra, ультраширик и ночная съемка лучше у Vivo. Фронталка и стабилизация у Samsung. Минусы: перегрев, как по мне, очень дешево выглядит блок камеры с кружка с надписью 200 мегапикселей. По-другому реализовать подобную систему перископического телевика компании еще не удалось. Мало настроек для динамиков, есть ухудшение с прошлой моделью, космическая стоимость относительно глобалки. И хотя Vivo является фронтменом BBK, то есть это самый крутой его бренд, задайтесь вопросом, почему они не пиарят, допустим, для примера в России, свои глобалки. Если бы они могли захватить рынок, у них нет никаких санкций, допустим, как у Huawei, они бы его захватили. А не могут они его захватить, потому что если они выйдут в масс-маркет, и люди начнут его пользовать и тестировать, выползет очень много недостатков. Но хочу отметить отдельно, что несмотря на то, что Xiaomi Ultra у меня на руках, я бы мог быстро сделать обзор, но я его погонял, и ничего не поменялось. Ultra от Xiaomi в топе нету. Почему? Потому что начиная с 11 я не вижу, во-первых, людей, которые ходят с ними, а во-вторых, я не вижу у них какой-то фишки, кроме суперски быстрого сброса цены и довольно выгодного приобретения. Но, повторяюсь, Ultra от Xiaomi для меня еще большая дикость, чем, наверное, ZTE Nubia Z70 Ultra или какой-нибудь там мотороловский топовый девайс. У Xiaomi с ультрами не все хорошо, по мне. Вы можете с этим делом не согласиться. По поводу не топа Vivo, также вне топа можно включить Xiaomi 11 Ultra, но его бы я реально не брал. Если Vivo, я бы еще рассматривал китайскую версию, чтобы доказать всем, что вы самые умные, у вас самая фотоимбочка. Среди людей, которые вообще ничего фотографии, ну, мягко говоря, не понимают в каком-то моменте. Но кто-то очень понимает, кто-то очень хорошо убеждает, что понимает. А кому-то фото, по большому счету, это либо отражение вашей жизни, которое желательно, чтобы было натуральное, но это мое мнение, у вас может быть какие-то другие взгляды на это все. Либо, второй момент, оно должно быть художественное. А вот если художественное, то при любом раскладе это художественное фото должно оцениваться вами же, не кем-то. То есть, если вам нравится, как Vivo фотографирует, нравится, как он красит, доктору только это не отправляйте, как говорится. Ультра, конечно, будет лучше. У Ультра, там, у Вивовской будет самый топовый сенсор от Samsung, который они сами себе не могут ставить. Кстати, у Samsung очуменный минус у всего этого топа, у него ужасный шим. Всегда. Если вы шим чувствительный, 1 из 10, скорее всего, даже 1 из 7 человек на этой планете, будьте аккуратны. Выбирайте под себя смартфон, походите, не поленитесь один раз там, на 30 минут зайдите и поюзайте то, что вы выбрали за 100 тысяч. Не у всех зарплаты по миллиону. Один раз, покупая устройство на 3 года, вы обязаны заморочиться. Посмотреть исходники, прикинуть, чем вы будете пользоваться. Нужны ли вам вообще эти флагманы? Или вы 3 раза каждые 2 года сможете покупать что-то до $300? Кому, как говорится, нужен этот флагман? Потому что вот эти вот бандуры огромные, чаще всего они такие. Да, я в топе запихал много компактов. Они, ну, такие себе. Так что Vivo однозначно вне топа. Для кого-то это будет номер 1. Глобальная версия X200 Pro от Vivo и X200 стоят просто конских денег. Они больные. Ну, я их в топы не включил. То есть посмотрите глобал цену и подумайте, Vivo все в порядке. Как будто они на первой строчке как яблоко. Точнее, даже выше яблока. Только непонятно где. Наверное, у себя там где-то в фантазиях. Но плюс Vivo в том, что вы покупаете 90-ю линейку, 100-ю, 200-ю. Одно и то же. Он снимает одинаково по видео и по фото. Он просто хорошо, красиво красит. Повторяюсь, если вы собираетесь заморачиваться с фотографией или видео, купите себе зеркалку или беззеркальную камеру. Начните заниматься этим, покупайте оптику. Понятно, не такую, но подобные штуки ничего и никто не заменит. Вот такие фиксы, они не заменяются смартфонами. Да, я мог бы вспомнить Nubia Z70 Ultra на 35 мм, у него основной сенсор. Там вообще не то.
Вот прям не то. Я для контента более-менее прилично могу использовать только это. Да, просмотров на канале может быть не миллиарды, но снимает он хорошо. Яблочко. Резюмируя, если вам понравился этот топ, вы с ним согласны или не согласны, помогите другим пользователям, расширьте их кругозор, напишите в комментариях, чтобы вы еще советовали купить. Какой у вас топ? Топ-3 смартфонов. Второй момент, если у вас есть возможность, подпишитесь на телеграм-канал скидок. Да, флагманы там бывают дешевые, выгодные, это OnePlus, Honor, очень редко Samsung, потому что Samsung лучше брать у серовозов, по мне, Vivo лучше брать у серых магазинов, там тоже очень часто дроповские ценники, хотя есть некоторые маркетплейсы, которые не всегда отправляют, но у них тоже иногда приятные ценники. То есть, если у тебя, допустим, есть возможность, я покупаю 10 смартфонов, и там 7 мне не отправили, но 3 отправили, уже хорошо. Так что девайсом от меня однозначно да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.